с окраины. Дамы и господа, честной люд, всем салют. Хейтеры, ну как же без вас, вы любите говна написать там кучу. По превью вы догадались, по названию ролика, о чем пойдет речь. Да-да, вот в этих самых, все с собой, все мое заберу. Честно нажито. Но перед тем, как мы будем ролик смотреть, мы сначала с вами рассмотрим комментарии. Да, не пишите много говна, так все равно YouTube фильтрует. А фильтрует он не то, что я это хочу. Ну, пишите просто так. Будьте немножко адекватнее, конструктивнее, и тогда будут ваши комментарии проходить. Хотелось бы мне комментарии. Ну, давайте, перед тем, как комментарии зачитаю вам, я выбрал 3 штуки. Вот тут, клин-клин, можете перейти по ссылочке, подписаться на телеграм-канал, скинуть свой ролик, случай, где-то стали вы свидетелем, мы снимем с вами вместе ролик для этого канала. Также еще раз, клин-клин, влоговый канал, там я снимаю путешествия, рыбалка, покатушки, Германия, Скандинавия, Турция, ну, в общем, где бываю, там снимаю. Недавно начал снимать, я его открыл. Вот. Ну, давайте к комментариям перейдем. Вот один из комментариев, я вам зачитаю сейчас. Ну, вы видите его на экране уже. Пишет такой Вадим Огородничук. Ну, все то, что на опре заканчивается, он начинается почему-то. Ну, ладно. А вас, кацапов, крутит, что вас заставили разговаривать по-английски или немецки. И язык в жопу засунули, и молчите. Или скорее, чего скорее? Чеченский будете учить. Ну вот, слушай внимательно теперь, да. Я не знаю, кому ты пишешь, но я думаю, ты мне это писал, так как это канал мой, да. Знать язык, 2, 3, 4, 5, это не то, что неплохо, это даже шикарно, это хорошо. Во-вторых, русский язык, он относится к 6 языкам, на которых говорят много людей, да. Вот. В Германии очень много говорят. Ты знал, что больше 30% во всех амтах, социал, арбайтсамт и все такое, да, регирунг, сидят русскоязычные. Это не означает, что они русские, а русскоязычные. И они просто не хотят с вами общаться на русском. Вот и все. И язык, да, я даже в Германию, когда приехал, я уже знал немножко немецкий язык. У меня папа, например, да, 2 года в 1 классе просидел, так как он не знал, я немецкий язык, я ошибся, так как он не знал русского языка. Да, они говорили на немецком. Пускай это был не тот немецкий, который в Германии, так как многих слов этих не было, просто, да, это с тех годов еще, 700-х, 800-х, как бы, там, баночка, полочка. Кстати, кто это понимает, люди знают, да, про что я говорю, но они говорили по-немецки. Вот, и я говорю сам на нескольких языках. Так что никто язык в жопу не засунул. А вот вас заставляют учить. Нас никто не заставляет учить, да. Мы его просто знаем. А вас заставляют, чтобы вы могли что-то понять. Вот, это один из комментариев. Давайте, следующий. Да. Я не могу прочитать. В общем, Наташа какая-то пишет. Кстати, давайте сначала по этому нику, да. Я частенько хожу по телеграм-каналам. Просто интересную информацию собрать, посмотреть. И вот я нашел несколько каналов украинских. Наша Норвегия, наша Швеция, наша Германия. Понимаете, это наша уже все. Наши глазки пучат, наша Германия, наша Норвегия. Почему не назвать, например, временно в Норвегии, временно в Германии. Вот. Нет, наша. Вот я хожу, и я на один канал попал. Они, понимаете, они уже делят репарации. Они делят репарации неполученные. Они скидывают какие-то ссылки, они скидывают какие-то скриншоты с телефонов, кто сколько донатил, да, и столько процентов им положено там от этих миллиардов, вы не представляете, там бойня идет, да. И у них есть свои какие-то клички даже там. И вот это как там называют, как вот написано тут, да. Я побольше вам сделал название. Там и это не она, а может она, да, была. Ну, в общем, с таким же прозвищем, ником. У них еще есть клички. Была война Пихва война, что-то такое, да. Вот я ржал, я не мог, да. Там Тарас втыкала. Это надо просто было почитать, посмотреть. Вот она пишет. Русские свиньи запилили свой контент. И что бы вы, суки, делали еще в Германии? Не экономику уже подымали бы. Мразота. Ну вот, пихва боевая.
Слушай внимательно теперь. Контент пилите вы. Вот эти вот все, которые жрут ненасытно и орут в камеру то, что мы жрем на налоги русских немцев, хотя это все бред немцев и тех, кто проживает в Германии, те, кто работают, платят налоги. Вы живете и существуете на их налоги. Вот. И что бы вы, суки, делали еще в Германии? Работали. У меня родственники первые, кто приехали, 60-х годов еще. И все работали. И все работают. Кто-то в регионе даже, да, есть полицаи. Много где работают. Кто приезжал в 70-х, 80-х. Все выученные, все работают, знают несколько языков. Поднимали экономику? Ну, наверное, нет. Но делали вклад в экономику. Они платили налоги. И это уже хватает. Они не жрут в камеру и не орут. Мы жрем на ваши налоги. Они работают. Да, и это тоже вклад. И это подъем экономики. Так что ты мразота, пихва, война, боевая или как вонючая пихва там. Да, вот ты лучше закрывай свой рот и проходи дальше. Вот, давайте, следующий комментарий. У меня слов на него нету, то есть разорусь тут. Сарацин X5. X5, но, наверное, всю жизнь мечтал о BMW, X5 и назвался X5 BMW. Ну, мечты. Недавно такой мечте ему сбыться, наверное. А русских выгнать, чтобы не разводили путинскую пропаганде. Ну вот, X5. Теперь ты послушай внимательно, да? Русских или русскоязычных? Ты немножко так подумай, о чем ты говоришь сначала. То, что люди говорят на русском, это не означает то, что они русские. Да, можно и любить Россию, и может любить этот язык, но быть совсем другой национальности. Тебе это, наверное, не понять. Вот на вашем языке говорят где-нибудь? Нет, он не ходит в то количество языков международных, чтобы на нем говорили и хотели люди говорить. Вот. Пропаганда. Если ты, значит, русскоязычный, ты пропагандист. А если нет, ты должен говорить на мове. Бред. Так что X5, ты тоже, ты в бан сразу залетел. Вот. Так, ребят, я утомил вас, наверное, теперь с комментариями с этими. Давайте мы теперь послушаем девушку, которая нам расскажет про переезд обратно домой, в общем. Домой со своими вещами. Как же бедные украинцы будут вывозить все свое нажитое добро из Германии в Украину? Это же нужно нанимать по 2, по 3 машины. Невозможно отправить новой почтой, автобусом. Нажитое добро. Усердно нажитое. Работали. Бедные работали и нажили. Нет, эти деньги платили налогоплательщики. И они на этом экономили. И что-то купили себе, да. Вывозить? Вот мне очень интересно, как они будут выносить, да. Выносить на себе, вывозить, там, почту заказывать как. Но они, понимаете, они переживают, как они все это будут вывозить. Просто всех очень сильно интересует этот момент. В принципе, зачем и почему украинцы, живя в Германии по 4 года уже, да, зачем-то покупают себе вещи, мебель, хотя в Германии без своей мебели никуда, да. Зачем все это тратится деньги, если мы поедем домой? Как же мы это все будем вывозить? Мы ведь из Украины с этим всем не приехали. А ничего тот факт, блядь, что многие из нас, когда бежали из Украины, дай бог, чтобы хотя бы одну сумку собрали. Я сюда приехала с 4 сумками. Одна из них была с вещами. А мы в Германию приехали, например, с одним чемоданом. И все. У нас ничего больше не было. Просто собрали чемодан и поехали. Детскими. Там моих были только трусы и 2 пары лифчиков. Костюм был на мне, обувь, куртка и шапка были на мне. Моих вещей больше не было. Все остальное это были детские вещи. И 3 сумки это были детское питание, детские памперсы, влажные салфетки, в дорогу пюрешки, всякие снеки, которые ей уже можно было на тот момент кушать. И все. Я не думала о том, когда я уезжала, когда у меня за окном стреляли, а что же взять себе? Вот взять вот эту курточку или вот это вот пальто? А в чем я буду там ходить? Меня это не интересовало, не волновало. Я что на себя надела, в том и поехала. Мне самое главное было, чтобы одет, обут и накормлен, напоен мой ребенок. Живя здесь,
Очень странно, что люди удивляются, что мы что-то себе покупаем и наживаем какое-то добро. Многие, если соберутся домой уезжать, они все это распродадут. Ну, мебель и все остальное, понятно, нет, ну, есть такие уникальные, конечно, которые мебель повезут, но многие люди повезут с собой просто одежду, а может кто-то вообще налегке поедет, а может кто-то вообще никогда отсюда не уедет, и вас это, в принципе, не должно волновать, кто, как, куда будет уезжать. Ну, в этом ты не права, нас очень это волнует, так как как-то не хочется, чтобы сидели на шее, а хочется, чтобы налоги шли в правильное русло, вот так я скажу, да, чтобы бесплатное питание в школах, да, с 1 по 4 класс детям снова ввели. Чтоб в садике, да, опять дешевле стали. Вот нам что хочется. Нам хочется, чтобы пенсионерам пенсию не урезали. Вот что нам хочется. Так что поверь, нам хочется, нам очень сильно хочется, да, чтобы налоги шли в правильное русло. Вот. Ну, давайте пожелаем этой девушке добра, удачи. Вы также можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забываем подписываться также на этот канал. Там колокольчик. Пальчик вниз, пальчик вверх. Говна не пишем. Буду очень рад, если будут хорошие комментарии. Всем добра, удачи. Сижу за компьютером ночь напролет, строчу свои строчки, ведь я автомат-бот. Пишу эти гадости в сети, разлетаются говняные мысли, в комментах рождаются. На бато-фирме служу, тут работа проста. Полю виртуальные стрелы в никуда. Клавиши стучат, как сердце в груди. Я бот без души, но со словом внутри. Кто мне заказал этот грязный парад? Кому нужно море из токсичных преград? Я лишь цифры и строки, я просто винтик, мир рушу словами, не чувствуя грани.